Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня мы будем рассматривать конвекционный обогреватель Headmaster на 2 кВт от компании REMA. Он оснащен электронным сенсорным терморегулятором, которым можно поддерживать температуру в помещении как вручную, так и по заданной программе. Управлять конвектором можно как с дисплея, так и дистанционно через Wi-Fi. Он может работать в составе умного дома. Обо всем этом я расскажу в ролике. Если вам интересны современные приборы, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Конвектор имеет такой красивый дизайн белого цвета. Он покрыт износостойким порошковым покрытием. Корпус полностью железный. Особо выделяется экран терморегулятора, которым управляется конвектор в ручном и автоматическом режиме. Гарантия на прибор 1 год. Я данный конвектор заказывал у производителя. Ссылку на сайт вы найдете в описании. Конвектор предназначен для обогрева жилых и производственных помещений. При этом 90% тепла отдается посредством конвекции, а 10% излучением. Этим создается комфортное распределение тепла по помещению. Максимальная температура нагрева воздуха до 45 градусов. Ширина прибора 78 см, а высота 24 см. Конвектор ставится на пол на такие ножки с резиновыми колпачками. Ножки я устанавливал сам с помощью отвертки крестик. Его можно установить и на стену. Для этого в комплекте есть такие кронштейны. Давайте посмотрим, что внутри обогревателя. Основой конвектора является современный монолитный X-образный нагревательный элемент. Он имеет наибольшую площадь рассеивания тепла, поэтому сильно не нагревается при работе, благодаря чему не сжигается пыль, тем самым не создается неприятный запах и не сушит воздух. К тому же стенки не нагреваются настолько, чтобы получить ожог. Тут стоит термопредохранитель, который срабатывает при температуре 120 градусов. Если вдруг корпус обогревателя нагреется свыше этой температуры, то он сработает и отключит обогреватель. Также есть датчик опрокидывания, в котором катается шарик. Если вы случайно конвектор наклонили или опрокинули, то он отключится. Датчик температуры находится здесь, по которому терморегулятор контролирует обогрев помещения. Электрическая схема соединений приведена на слайде. Схема довольно простая для понимания. Как работает конвектор? Воздух попадает в отверстие внизу конвектора, идет через нагревательный элемент, и тут находятся выходные отверстия, через которые воздух выходит. Фактически конвектор работает так же, как и батарея отопления. Помещение нагревается за счет циркуляции воздуха. Не закрывайте эти отверстия, иначе это приведет к перегреву конвектора и срабатыванию защиты. Расстояние до пола минимум 5 см, до стен, мебели и потолка минимум 20 см. Не располагайте конвектор рядом с вещами, которые могут деформироваться от нагревания. Терморегулятор имеет большой круглый экран с 4 сенсорными кнопками. Белая подсветка выглядит довольно эффектно. На дисплее была защитная пленка, которую я уже снял. Данной кнопкой можно переключать режимы работы терморегулятора. Включим простой режим работы. Об этом говорит значок в виде ладони на дисплее. В этом режиме регулятор поддерживает долгое время заданную температуру. Посередине отображается температура датчика. Поддерживаемую температуру можно регулировать кнопками плюс-минус. Тогда посередине отображается поддерживаемая температура. Если температура датчика ниже, то включается обогрев. При превышении выключает. При включении обогрева отображается такой значок.
Сейчас уменьшаем температуру. Поддерживаемая температура становится ниже температуры окружающей среды. Выключается обогрев и значок пропадает. Данной кнопкой мы можем выключить и включить терморегулятор. Прежде чем включить программный режим, нужно настроить часы. Для этого удерживаем кнопки меню и плюс. Вот у нас замигали минуты. Мы можем их увеличить, уменьшить. Переключаем на часы. Также можем уменьшить, увеличить. Переключаем на день недели. Переключаемся на среду, на вторник. Нажимаем еще раз, и настройка часов закончена. Для перехода в программный режим нажимаем кнопку. И у нас высвечиваются часики. При этом день делится на промежутки, и справа отображаются значки, соответствующие этому промежутку. Для каждого промежутка свои настройки. Терморегулятор регулирует температуру в режиме недельного цикла. По умолчанию стоит режим 5+2, то есть 5 рабочих дней и 2 выходных. Можем установить 6+1 и 7+0. В будние дни настраивается 6 промежутков со своими настройками температуры, а в выходные 2 временных промежутка. Тут пример настройки терморегулятора в автоматическом режиме. Вот такие настройки для буднего дня. 1. Пробуждение. 2. Уход на работу. 3. Приход на обед. 4. Уход с обеда на работу. 5. Приход с работы. 6. Ночной сон. Для выходных всего 2 режима. День и ночь. Время начала промежутка и поддерживаемую температуру следует настроить под свои нужды. Для этого длительно удерживаем кнопку меню. Входим в режим настройки. Вначале настраиваем начало промежутка. Далее настраиваем температуру в этот промежуток. Переключая кнопкой меню, мы можем настроить все временные промежутки, а затем настроить промежутки в выходные дни. Вот мы все настроили и вышли из режима настройки. Если у нас работает автоматический режим, но нам нужна другая температура, то кнопками плюс-минус мы можем настроить нужную нам температуру. При этом отображаются одновременно рука и часики. Это называется режим комфорта. Настроенное значение температуры будет действовать до начала следующего временного промежутка программы терморегулятора. Далее терморегулятор перейдет в автоматический режим. Чтобы получить больше возможностей от терморегулятора, нужно перейти в режим расширенной настройки. Для этого выключаем терморегулятор, а потом одновременно удерживаем кнопки «Сеть» и «Меню». Первым пунктом мы можем подрегулировать показания датчика температуры, если это необходимо. Далее выбираем датчик. По умолчанию стоит встроенный датчик. Я переключил на внешний датчик. Следующий пункт – защита от перегрева. Настраиваем его от 5 до 60 градусов. Я оставляю установку по умолчанию 60 градусов. Следующий пункт – гистерезис. Я оставляю 1 градус. Далее защита от замерзания. В этом конвекторе эта функция отключена. Далее переключение количества рабочих и выходных дней. Сейчас 5 рабочих, 2 выходных, 6 рабочих, 1 выходной, все 7 дней рабочие и автоматический режим отключен. Оставляем 5 рабочих, 2 выходных дня. Следующая установка не используется, оставляем нули. Далее яркость подсветки. 0 подсветка выключена. 3 максимальная подсветка. Я для съемок поставил единичку. Далее максимальная температура. Ее можно отрегулировать от 15 до 95 градусов, если это необходимо. Я предпочитаю оставить 60 градусов, настройку по умолчанию. Далее мы можем выключить звук клавиш. Включаем. Далее состояние терморегулятора после сбоя.
Два нуля, как у меня установлено, возвращает те же настройки, что было до сбоя. Единица выключится, 2 включится. Оставляю 2 нуля. Следующее — это сброс на заводские настройки. При этом надо удерживать плюс. Я этого делать не буду. Далее настройки переключаются по кругу. Чтобы выйти из настроек, нажимаем кнопку «Сеть». У нас терморегулятор выключился. Включаем. И терморегулятор работает с новыми настройками. Для перезагрузки терморегулятора выключаем его и удерживаем клавишу минус. У нас терморегулятор перезагрузился, при этом сброс на заводские настройки не происходит. Включаем. Теперь давайте посмотрим, как подключить терморегулятор к интернету. Для начала заходим и скачиваем приложение умного дома. Производитель рекомендует использовать Smart Life. Думаю, подойдут и другие приложения, которые работают с умным домом по системе Tuya Smart. Установка достаточно проста. Заходим в Google Play. Находим Google Play приложение и в нем регистрируемся. Затем включаем на телефоне и Bluetooth, и Wi-Fi. При включенном термостате удерживаем кнопку плюс 5 секунд. У нас замигал значок Wi-Fi. В приложении запускаем поиск нового устройства. Обычно приложение его через несколько секунд находит. Затем запрашивает у нас данные Wi-Fi, в котором он будет работать. После их ввода терморегулятор регистрируется в сети, а приложение показывается, что новое оборудование установлено. После этого Bluetooth можете отключать, и вы можете в этом приложении управлять настройками терморегулятора с любой точки мира. У нас загорелся значок Wi-Fi. При желании мы можем по-другому назвать конвектор. Набираем конвектор. При необходимости можно задать, в какой комнате он находится, если у вас комнаты заданы. Чуть ниже мы можем регулировать температуру. Вот мы поставили 31 градус. Уменьшаем. Включим подсветку, чтобы было видно. Вот увеличиваем. Уменьшаем температуру. Можем выбрать режимы. Ручной режим, программируемый режим и временный режим. Переключаемся в ручной режим. Вот мы можем задать настройки. Тут удобно настроить расписание в автоматическом режиме. Вот мы выбираем, допустим, 5 плюс 2. Тут настраиваем будние дни и настраиваем выходные дни. Тут дублируются настройки, которые мы настраивали на дисплее терморегулятора. Тут мы можем заблокировать клавиатуру на терморегуляторе, а можем разблокировать. Также мы можем терморегулятор выключить. Делаем выводы. Стоит отметить, что компания Rema идет со временем и выпустил современный конвектор, который можно управлять дистанционно через Wi-Fi и который можно встроить в систему умного дома. Обогреватель имеет довольно красивый дизайн и впишется практически в любой интерьер. В нем применен современный нагревающий элемент, который создает максимальный комфорт при эксплуатации. Если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. Ссылку, где я заказал конвектор, я оставил в описании. Поделитесь видео с теми, кому данное видео актуально. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.